Дмитрий искал свою собаку неделями. Животное исчезло бесследно, и с тех пор он был опустошен. Он расклеил объявления по всему городу, обзвонил приюты для животных и даже разместил объявление в местной газете. Но ничего не помогло. Куда бы он ни заглянул, не было ни следа Бобика. Он побывал во всех любимых парках, прошелся по лесу, даже обследовал окрестности собачьего детского сада, куда иногда оставлял Бобика, но собаки нигде не было. Все вокруг говорили Дмитрию смириться с тем, что его питомца больше нет, но он не мог. «Нет, я не сдамся», — настаивал он. «Я знаю, что он где-то рядом. Я чувствую это». Сначала многие члены семьи, друзья и соседи Дмитрия присоединились к его поискам, обыскивая улицы в надежде найти хоть какую-то улику о Бобике. Но теперь почти все из них потеряли надежду, и Дмитрий остался один. К счастью, он был очень решительным человеком. Бобик был первым, о ком думал Дмитрий, когда просыпался, и последним, о ком он думал перед сном. Он даже несколько раз мечтал о нем, но, увы, это не приближало его к нахождению своего пушистого друга. Спустя несколько недель после исчезновения Бобика в городе стали распространяться слухи о том, что могло с ним произойти. Один человек утверждал, что видел собаку, сбитую машиной, в то время как другие говорили, что он просто сбежал, желая вернуться к своим корням и охотиться в лесу. Но была и одна безумная теория. Некоторые утверждали, что видели мужчину, гуляющего с Бобиком в соседнем городе. Как только Дмитрий это услышал, он принялся искать этого человека и быстро смог его найти. Но, к сожалению, это оказалось мертвой точкой. Собака просто оказалась точной копией Бобика. Но это был не он. Дмитрий вернулся домой с пустыми руками. На следующий день произошло нечто удивительное. Он гулял в лесу, впервые за неделю просто вышел на улицу, чтобы прояснить ум и не искать Бобика. Он был так погружен в мысли о чем-то другом, что сначала даже не заметил его. Но когда, наконец, увидел Бобика, его лицо сразу же озарилось. «Бобик, это ты!» — воскликнул он. Собака бросилась к нему, прыгая от счастья и лая от радости. Не было никаких сомнений. Бобик и его хозяин, наконец, воссоединились. Дмитрий обнял его со слезами на глазах и спросил: «Где ты был, дружище? Я искал тебя повсюду». Сам Бобик не мог бы ответить на этот вопрос, но Дмитрий заметил то, что изначально пропустил. К ошейнику Бобика что-то было прикреплено. Письмо? Что? Кто это положил? Подумал он и быстро взял его в руки. Открыв конверт, Дмитрий начал читать. Скоро он понял, что происходит. Это письмо объясняло все исчезновение Бобика. Он не заблудился и не ушел, как все говорили. Его забрали. С каждым предложением, которое Дмитрий читал, он становился все бледнее, и спустя минуту ему стало плохо. «Это неправильно. Она заплатит за это!» Воскликнул он, его голос дрожал от гнева и беспокойства. Из всех возможных сценариев, которые он прокручивал в голове о пропаже Бобика, этот даже не приходил ему в голову. Это было безумие, но худшее еще впереди. Когда он прочитал последние строки, он затаил дыхание и почувствовал, что теряет сознание. «О, что? Это невозможно!» — закричал он. Он посмотрел на Бобика и прошептал: «Это не может быть». Он тихо встал и подошел к собаке, которая все еще виляла хвостом. «Бобик», — сказал он, не зная, что и думать. Действительно ли ему следовало верить тому, что написано в этом письме? Он осознал, что есть только один способ узнать это точно. Осторожно он взял левую лапу собаки и посчитал пальцы. Он побледнел, когда насчитал 4. Дмитрий понял, что написанное в письме — это правда. Эта собака не была настоящим Бобиком. Она была похожа на него, но это не тот Бобик, которого он знал. Понимаете, Бобик родился с 3 пальцами, а не с 4. «О, нет, Бобик, где ты?» — воскликнул Дмитрий, и паника начала захватывать его. Это был настоящий кошмар. Письмо не было подписано, но Дмитрий знал, кто его написал.
Был только один человек, способный совершить такой ужасный поступок, и он собирался заставить ее заплатить за это. Ему нужно было действовать и немедленно найти Бобика. Он схватил собаку за ошейник и поспешил домой. Ситуация стала слишком сложной, и ему предстояло много работы. Ему нужно было сделать несколько звонков и понять, как лучше всего справиться с этой ситуацией. Он готов был сделать все, чтобы вернуть Бобика. Руки Дмитрия дрожали, когда он вновь перечитывал письмо. Его глаза метались между строками, каждое предложение вызывало все большее замешательство и страх. «Бобик был забран, но не потерян», — говорилось в письме. Это осознание поразило Дмитрия, оставив его в тревоге. Он смотрел на собаку, поразительно похожую на Бобика, и чувствовал, как что-то сжимается в груди. Это было только начало гораздо более глубокой тайны. Сжав телефон, Дмитрий набрал номер друга Игоря. Его голос был неуверен, когда он объяснял странную ситуацию. «Игорь, я нашел собаку, которая выглядит как Бобик, но это не он. Есть это загадочное письмо. Игорь, старый друг и доверенное лицо, слушал внимательно. История Дмитрия была необычной, но доверие Игоря к другу было непоколебимым. «Мы разберемся с этим, Дмитрий», — сказал он уверенно. Они договорились встретиться, чтобы собрать информацию и начать расследование. Эта тайна требовала открытия, и аналитический ум Игоря был именно тем, что нужно Дмитрию. Вместе они начали искать правду о странном письме. Дмитрий смотрел на собаку, которая все еще невинно виляла хвостом. Он не мог просто оставить ее. Эта собака была живым намеком на местонахождение Бобика. «Я позабочусь о тебе пока», — пробормотал он. Собака наклонила голову, как будто понимая. Дмитрий решил назвать его тенью за его поразительное сходство с Бобиком. В своем сердце он знал, что это больше, чем просто случайность. Тень была частью этой головоломки. В своей гостиной Дмитрий и Игорь разложили карту, отмечая места для поиска и людей для опроса. Они подготовили список потенциальных зацепок и собрали необходимые материалы для расследования. Когда они работали, их решимость укреплялась. Они были готовы столкнуться с любыми трудностями на пути к поиску Бобика. Путешествие началось в любимом парке Бобика, где они проводили много часов, играя вместе. Дмитрий осматривал каждую тропинку, надеясь найти хотя бы один знак, подсказку о Бобике. Воспоминания нахлынули, когда он бродил по знакомым тропам, каждая из которых напоминала о лаянии и топании Бобика. Но ностальгия вскоре обернулась разочарованием, когда не появилось никаких новых улик. Казалось, Бобик исчез, не оставив следа. Когда Дмитрий вернулся домой, к нему подошла соседка. «Я видела женщину возле вашего дома в то время, когда Бобик пропал», — сказала она неуверенно. «Она немного походила на вашу бывшую жену, Оксану». Сердце Дмитрия замерло. Неужели это совпадение? Он поблагодарил соседку, его мысли бешено метались. Эта новая информация была потенциальной зацепкой, которую он не мог игнорировать. Оказавшись один в своем кабинете, Дмитрий разложил всю собранную информацию. Подсказку соседки, загадочное письмо и тень. Постепенно вырисовывался шаблон, который указывал на Оксану. Но почему? Какова была ее мотивация? Мысли Дмитрия закружились в вихре путаницы и подозрений. Каждая деталь казалась на своем месте, но оставляла больше вопросов, чем ответов. В ту ночь Дмитрий не мог уснуть, сомнения мешали его размышлениям. Не гонится ли он за тенями из-за своих эмоций? Идея о том, что Оксана замешана, казалась абсурдной, но совпадений было слишком много. Его сердце тосковало за Бобиком, и неопределенность давила на него. Ему нужно больше конкретных доказательств, чтобы подтвердить свои подозрения. На следующий день он решил снова обыскать парк, на этот раз внимательно следя за окружающим. Здесь он нашел кусок ткани, застрявший в кустах,
похожий на шарф Оксаны. Хоть это и было немного, но достаточно, чтобы усилить его подозрения. Теперь его решимость укрепилась. Нужно выяснить, замешана ли Оксана ради Бобика и своего душевного спокойствия. В своей гостиной Дмитрий размышлял о том, стоит ли вызвать полицию. Его пальцы сомневались над телефоном нерешительно. Примут ли его всерьез? Обращение к ним может только усугубить ситуацию. Неопределенность терзала его сердце. Вдохнув глубоко, он решил оставить поиски на личном уровне, опасаясь замедлить дело. С решимостью он вновь посетил соседку, расспрашивая о подробностях. Она выглядела подозрительно, почти украдкой, вспомнила соседка. С каждым ее словом решимость Дмитрия только росла. Он составил план, чтобы обойти соседей, надеясь собрать информацию. Каждый шаг казался движением в сложной игре с жизнью Бобика на кону. Мысленно погружаясь в эти вопросы, Дмитрий продолжал двигаться. Каждый день без четких зацепок превращался в поток эмоций. У него росло недовольство на того, кто забрал Бобика, и на себя за то, что не смог его защитить. С каждым днем терять надежду становилось все труднее. Но у него не было выбора. Бобик был не просто питомцем, он был другом, частью души Дмитрия. В одну из ночей, когда Дмитрий сидел один, вся его ситуация обрушилась на него. Улик было мало, следы пропадали, а время ускользало. Перспектива найти Бобика казалась все более призрачной с каждым днем. На следующее Киевское утро Дмитрий вновь пошел гулять. Он напоминал себе, что не должен сдаваться. Найти Бобика было его единственной целью. Он размышлял, что делать дальше. Время не стояло на месте, и в нем росло напряжение. Эмоциональная усталость давила на него. Именно в этот момент, когда он думал о том, что теряет свою собаку, Дмитрий встретил мужчину. Мужчина улыбнулся, и Дмитрий почувствовал, что они могли бы обменяться информацией. Он подробно рассказал о своих поисках, а тот в ответ обмолвился, что тоже искал что-то подобное. Поток общения вскоре привел к удивительному откровению. Мужчина сообщил, что заметил подозрительную личность, виденную в его районе. Обрадованный этой информацией, Дмитрий сосредоточился на разбирательстве. Это было то, что он искал. Ответ. На следующий день, полон решимости, Дмитрий отправился в тот самый район, о котором упомянул незнакомец. Он опрашивал людей, показывая фотографии Бобика, пытаясь выяснить, кто мог что-то знать. Но, несмотря на все усилия, ответ так и не пришел. Именно тогда Дмитрию снова повстречалась Оксана. Это случилось в самый неожиданный момент. Она выглядела так же, как он ее помнил. Внутри у него заколыхнулось многое. Все эмоции встретились в его сознании. Должен ли он подойти к ней и задать вопросы? Сложный момент, когда они столкнулись, был невероятным. Этот момент был сложен. Он знал, что включает в себя обидные слова, недосказанности и боль. Оксана была расстроена, и она сразу обратилась к Дмитрию. Он замер. «Оксана», — сказал Дмитрий, его голос был окрашен заботой и тревогой. «Мне нужно тебя спросить, где Бобик?» В ее глазах промелькнуло беспокойство, но сразу же исчезло. Она холодно ответила. «Я не знаю, о чем ты говоришь». Дмитрий понимал, что углублено ее слова заставляют его сомневаться в ее чистосердечности. Он почувствовал, как его гнев начинает нарастать. Тем не менее, это чувство не свело их к окончанию разговора. Наоборот, оно привело к новому повороту событий. Оксана робко шагнула к себе. У нее были свои причины, так же, как и у него. На следующее утро Дмитрий снова готовился в путь. Он не мог позволить ситуации застояться. Оксана оказалась одной из ключевых фигур в его расследовании, и он собирался использовать это в своих интересах. Вдохнув, он направился к дому Оксаны. Ему нужно было поговорить с ней. Чем больше времени проходило, тем меньше легкости оставалось в его душе.
Они встретились взглядом, и неожиданно он вспомнил о том, что когда-то они были близки, неприкасаемыми. Оксана молчала, и Дмитрий снова чувствовал, что она не может притворяться. «Ты забрала Бобика?» — сдержанно произнес он. Напряжение и эмоции нарастали. Мгновение нежности и ни слова. Они смотрели друг на друга, собираясь произнести важные слова. Наконец она кивнула. «Да», — произнесла она, и это было судьбоносным моментом. Они были только с правдой, которую не удавалось удержать. Теперь им предстояло понять. Бобик был у нее, и все, что прежде казалось важным, должно было быть переосмыслено. Дмитрий не сразу поверил ее словам, но в ее глазах он увидел искренность и растерянность. Вдруг завершилась их недоверчивость. В тот момент, когда она призналась, все изменилось. Они были вместе дальше. Путь к воссоединению открывался. Когда они закончили разговор, каждый понимал, что это была лишь первая встреча, но она уже была многообещающей. Они должны были продолжить находить Бобика вместе. Теперь они вместо минусов собирали надежды. Время продолжалось, и однажды они снова встретили Бобика, что стало бесценным моментом в их жизни. Теперь это была не просто собака, это был член семьи. Бобик стал символом их воссоединения, добиться которого они так стремились. Обняв его, Дмитрий понимал, вся правда о них и будущем теперь стала ясной. Тепло воспоминаний о прошлом переплеталось с новым началом. Этот шаг позволил им снова стать единым целым. Благодаря Бобику они обнаружили, что на самом деле важно – верность и дружба, которые преодолевают любые преграды. Теперь они были едины, открывая новый путь для себя и для еще не открывшихся возможностей.